Знаешь ли ты, что Самарканд и Бухара – это не просто древние города на карте Центральной Азии, это символы памяти, языка, культуры и судьбы. Сегодня они находятся в составе Республики Узбекистан, но веками здесь звучала таджикская речь. Поэты, философы, купцы, мудрецы писали, думали, торговали на персидском языке. И только в начале 20 века, в ходе создания Советского Союза, история изменила свой курс. Мы вернемся почти на 100 лет назад. 1924 год. Советская власть проводит так называемое национально-территориальное размежевание Средней Азии. Кремль решает, какие земли передать узбекам, какие казахам, туркменам, таджикам. Вопрос не стоял на голосовании. Никто не спрашивал жителей Самарканда, Бухары или Пенджикента, с кем вы хотите быть. Решение принималось в кабинетах Москвы. И так получилось, что Самарканд и Бухара, древние таджикоязычные центры, вошли в состав Узбекской Советской Социалистической Республики. Таджики получили автономию, но без своих главных исторических городов. Чтобы понять, насколько это важно, давай заглянем глубже. Самарканд был основан более 2500 лет назад. Это был один из главных городов державы ахеменидов. Во времена арабского халифата, затем империи саманидов, здесь процветала персидская культура. Именно Самарканд стал столицей Тамерлана, Амира Тимура, который сам говорил на тюркском, но возвел в центре города величественные медресе, где преподавали на персидском. А что Бухара? Это был духовный центр целого мира. В X веке ее называли куполом ислама. Здесь проповедовал имам Бухари, один из главных хадисоведов мусульманского мира. Здесь родился Авиценна, Абу Али ибн Сино, великий врач и философ. Здесь писал стихи Абу Абдулла Рудаки, отец таджикской поэзии. И все это на таджикском языке. Или, если быть точнее, на классическом фарси. Редкий факт. В архивах Российской империи за XVIII и XIX века есть отчеты, где говорится, язык торговцев, ремесленников и поэтов в Бухаре – таджикский. Даже купцы из Индии и Персии приезжали сюда не с переводчиком, а с пониманием. Здесь говорят на языке поэтов Востока. Но история пошла иначе. Советская власть хотела создать новые социалистические нации, и поэтому усиливала тех, кого считала перспективнее с точки зрения индустриализации и численности. Узбекам дали Самарканд и Бухару. Таджикам дали Душанбе, тогда еще крошечный поселок. Ты знал, что в 1924 году в Душанбе жило меньше 3000 человек? Так начиналась Таджикская ССР, без своих исторических столиц. И в то же время начиналась и новая страница Узбекистана, с древними жемчужинами на своей карте. Но правда в том, что и таджики, и узбеки продолжали жить в этих городах вместе. До сих пор в Самарканде и Бухаре ты услышишь таджикскую речь. Ты встретишь людей, которые не делят себя по границам, а по духу одинаково восточные, одинаково гордые своей землей. Так кто же потерял, а кто приобрел? Это вопрос без ответа. История не делится на черное и белое. Это сложная мозаика, в которой границы начертили политики, а не народы. И главное, что нужно помнить, Самарканд и Бухара – это не только таджикские или узбекские города. Это мировое наследие. Это часть общей цивилизации, в которой и тюркское, и персидское начало слились в единое культурное целое. Сегодня, в 21 веке, когда люди вновь ищут свою идентичность, важно не разжигать, а вспоминать с уважением. Таджики могут гордиться тем, что их культура жила в этих городах столетиями. Узбеки – тем, что они сохранили эти города, развили, открыли миру.
Когда говорят о Самарканде и Бухаре, часто вспоминают даты, границы, указания. Но истинная суть этих городов в том, что они родили не армии, а искусство. Не оружие, а знания. Эти города – библиотеки из камня. Каждая стена здесь как страница из книги. В Самарканде родилась идея геометрии в архитектуре Востока. Когда ты смотришь на купола Регистана, ты не просто смотришь, ты входишь в ритм времени. Арки, мукарнасы, лазурные мозаики – все это не просто декор. Это язык математики и поэзии одновременно. И именно в Самарканде в XIV веке Улугбек, внук Амира Тимура, построил одну из самых продвинутых обсерваторий своего времени. Он не воевал, он смотрел в звезды и писал трактаты на таджикском и арабском языках. Тысячи лет спустя его таблицы использовали даже в Европе. И как же не сказать о кухне, языке, который понимает каждый. Плов, который в Самарканде готовят в медных казанах, плотный, сочный, с мясом и желтой морковью, а в Бухаре томный на пару с изюмом и нутом, почти праздничный. И ведь в обоих случаях рецепт передается от отца к сыну, а рядом всегда лепешка, чай и гостеприимство, которое не требует паспорта. Так как же можно разделить то, что было создано вместе? Граница – вещь временная, а вот язык вкуса, поэзии и зодчества не знает границ. И пусть кто-то рисовал границы на бумаге, но музыка, еда, мечети, книги, разговоры на базарах – все это веками писалось одним пером общего восточного духа. Самарканд и Бухара – это не чья-то собственность. Это открытые окна в прошлое, где дышит и таджикская душа, и узбекская мудрость. И может пора не спорить, кому они принадлежат, а вместе поднимать их славу, как поднимают лепешку с общего дастархана двумя руками. И теперь, когда ты услышал эту историю, я хочу, чтобы мы вместе на мгновение задумались. Сколько раз в интернете, в комментариях, в умах мы спорим, кто прав, чья земля, чей город, чей язык. Но разве наш пророк, мир ему, учил нас делить? Нет. Он учил объединять. Сегодня, когда мир трещит от гордости и горечи, мы, народы Средней Азии, таджики, узбеки, кыргызы, персы, должны наконец понять: истинная сила в братстве. Самарканд не станет ближе к душе, если его переписать. Бухара не станет роднее, если оскорблять другого. Но если мы вместе, знания наши глубже, история ярче, будущее крепче. Цель этого выпуска не спорить о границах, а напомнить, что истинная граница только в сердце человека. И ее мы можем стереть любовью, разумом, добрым словом. Пусть Аллах наставит нас всех на путь уважения. Пусть даст нам разум не разрушать, а сохранять. И пусть в наших домах всегда будет место для хлеба, книги и собрата. Аминь. Если тебе близки эти темы, проверь, подписан ли ты на канал. У меня много других выпусков об истории персидского мира, о поэзии, о великих людях Средней Азии. И я особенно советую посмотри выпуск о таджикском народе. Сейчас на экране появилась подсказка, кликни и посмотри. А еще присоединяйся ко мне в Инстаграм. Там мы вместе обсуждаем восточную культуру, делимся редкими фактами, поэзией и просто живем душевно. Для тех, у кого YouTube плохо работает, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Там все выпуски в 4-кратном HD качестве, без рекламы и всегда свежие новинки. Я благодарю тебя за время и за разум, и если ты почувствовал, что история – это не пыль, а свет, значит, мы не зря сегодня говорили. До скорого! Ассаламу алейкум!